Основной смысл заключается в том, что мы по всему Казахстану ездим, по всем городам и ищем тех ребят, ищем те таланты, у которых не было возможности заиграть на профессиональном уровне. Футбол – это игра миллионов, пользующаяся всенародным признанием вот уже почти 2 столетия. Не является исключением и Казахстан. В нашей стране футбол смотрят и любят тысячи болельщиков. Именно здесь, под руководством автора проекта Алана Прудникова и генерального менеджера Давида Лория, был создан уникальный проект – спортивное реалити-шоу «Супербол». На кастинг пришло большое количество ребят, мы довольны. Просмотрели, скажем так, всех, кого хотели, увидели, отобрали лучших. Поэтому я считаю, что очень плодотворно прошел день. Мы здесь для того, чтобы дать нашим молодым ребятам шанс реализовать себя и реализовать свою мечту. Любого желающего мы ждем и хотим видеть там. То есть шанс будет предоставлен всем. Неважно, сколько раз он приедет на кастинг, мы постараемся посмотреть и увидеть все самое лучшее и потенциал этого человека. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данияр Джумадилов, и это проект «Супербол». Мы объездили 8 городов нашей Родины с одной главной целью – найти самых талантливых и лучших парней и девушек, мечтающих о карьере футболиста. И через 2 месяца у этих ребят появится уникальная возможность подписать контракт с профессиональными клубами. Отборочная команда проекта представлена известными и высококвалифицированными специалистами. Спортивный продюсер Вадим Барламов, футбольный скаут Рустам Раджабов, футбольный тренер-селекционер Виталий Волков, а также один из самых титулованных футболистов нашей страны и главный тренер команды «Супербол» Самат Смаков. Когда мне предложили это, я долго не думал. Сначала мне объяснили смысл передачи, хотя я это уже и видел. Этот проект, который раньше был в России. Поэтому мне было самому интересно, потому что тренировать ребят, которые не профессионалы, которые не занимались некоторые футболом, самому интересно, насколько после этих 2 месяцев, насколько у нас получится сделать каких-то футболистов. Итак, давайте же начнем с нашего первого отборочного города. Семей является родиной казахстанского футбола, и именно из этого города взял старт наш проект. Символично, что уроженцем именно Семея является наш главный тренер Самат Смаков. Мен Самат Смаковтың былай айтсам жанкүйерімін. Кішкенеден бері, кішкентай кезімнен бастап ойнадым. И я хочу, как Самат ага, тоже, как все видели, как меня, как легенду. Когда я увидел Самата Смакова, мне захотелось поучаствовать в этом проекте и показать все свои возможности для того, чтобы пройти отбор. Всем здравствуйте, меня зовут Алан Прудников, я основатель этого шоу, создатель. Хочу немножко вас попросить об одной просьбе. Уважать друг друга в каждой зоне, где мы будем поделены. У всех у вас будет время, вы не переживайте. Вы, главное, показывайте свои индивидуальные качества. Не нужно грубости, не нужно хамства и грязи. Самый главный акцент – это вы. Мы все увидим, мы все рассмотрим, не переживайте. У каждого у вас будет свои минуты, и все получите свой шанс. Всем удачи, ребят, ни пуха, ни пера. Я давно убежден в том, что таланты в регионах, неважно в какой стране, это не первый просмотр, в принципе, поэтому на моем опыте были и Россия, и Штаты, и Италия, и в Англии мы делали открытые просмотры, и наиболее талантливые ребята всегда почему-то оказывались из регионов. Футбольные традиции в городе не забыты, несмотря на отсутствие профессиональной команды, которой нет уже несколько лет. На кастинг прибыли ребята с разных районов, поселков и городов области. Но, по словам наших скаутов и тренеров, уровень участников их приятно удивил. Спасибо организаторам этого масштабного проекта за то, что реально даете шанс молодежам реализовать свою мечту. Я должен быть в эти 25 человек. 6 лет не просто так играл в футбол. Ну, я выкладываюсь по максимуму за счет своих скоростных возможностей, технических возможностей. Играю в футбол с детства. Начинал с 8 лет в детско-юношеской футбольной школе в городе Усть-Каменогорск. Все ребята молодцы, достойные, в принципе, соперники. Было как на поле, это видно, так и за пределами поля. Все дисциплинированные, все обученные.
Как я думаю, собрались хорошего уровня футболисты. Каждый показывает свой футбол. Мне кажется, каждый достоин попасть в эту команду. Но помимо молодых ребят, на кастинг пришли участники, чей возраст превышает наши ограничения. Меня зовут Асхат, мне 38 лет, я из города Семей. На самом деле это такой своеобразный гештальт. Я в детстве занимался футболом. Мой дед, мой отец профессиональные спортсмены. Дед вообще всю жизнь свою футболу посвятил. Когда вот мы футболом занимались, у нас, к сожалению, такого не было. И в Новом Казахстане, как мы видим, у нас теперь новые подходы ко всему, включая это направление. Есть ребята, да, хорошие, это однозначно. Вот. Но я думал, что будет, ну, как бы поменьше, да, все-таки это, когда идет такой глобальный просмотр, вот, часто там 1-2, вот, ну, максимум 3. Прям вот достойные ребята, которые могут продолжить профессиональную карьеру в будущем, да. Здесь, в Семее, вот, достаточное количество ребят, которые, ну, могут играть на профессиональном уровне. Время подытожить кастинг в Семей. Непростую ношу оглашение результатов берет на себя Самат Смаков. Каждый, что мог, показал. Мы все это, поверьте, здесь все стоят профессионалы, все это оценили. На кастинг в Алматы у нас попадает номер 39, 53, номер 28, номер 5, 37, номер 25, номер 12. Номер 81. И у нас остался заключительный игрок. Это номер 13. Вот все те, кто прошел следующий отбор, и хочется вас поблагодарить. И у вас там будет еще тяжелее, но там будет вообще строго, ребят. Вот так завершается кастинг в городе Семей. Стадион «Спартак» давно не принимал большие футбольные события, но в этот день, благодаря проекту «Супербол», юные игроки этого региона получили шанс пробиться в большой футбол и пойти по стопам своего кумира. Мы постарались и зацепились за лучшее, что увидели. Мне понравился он со своей историей, скажем так, интересный город, интересный, и мне понравилось, что здесь как-то все семейно, вот как раз, поэтому мне понравилось. Но, поговорив о кастинге в городе Семей, нельзя не поговорить и о легендарном футболисте из этого города. Смаков является воспитанником семейского футбола, но также тесно ассоциируется с Актобе, в котором провел лучшие годы своей карьеры. Он неоднократно выводил сборную Казахстана на поле в качестве капитана команды. Следующий кастинг прошел в северной части нашей страны, а именно в городе Павлодар. Кастинг в этом городе вызвал довольно повышенный интерес со стороны СМИ, а также специалистов индустрии футбола. За происходящим на поле внимательно наблюдали игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Аксу». Как мы и ожидали, в принципе, в Павлодаре пришло намного уже больше народу, порядка 130 человек. И скажу так, ребята покрупнее, чем, например, были на предыдущем кастинге в Семее. Здесь уже ребята чуть покрупнее, физически чуть помощнее. Были ребята, которые имеют школу, ну, как я понял, Павлодарскую. А Павлодарская школа, она, в принципе, относится
к одним из лидеров, да, казахстанского футбола, не увидел большой разницы не со знаком минус, а со знаком плюс. То, что в Семее ребята хорошо обученные были, и в Павлодаре здесь будет здоровая конкуренция и победить сильнейший. Да, хотелось бы за родной город. За Павлодар? Да, за Павлодар хотелось бы сыграть. За Иртыш? Да. Родной стадион, здесь все родное, своя атмосфера, все свое. Молодец, настоящий патриот. Это прекрасный стадион, прекрасный город. Один из самых мною лично любимых стадионов в нашей стране. Ребят, у вас есть уникальный шанс проявить себя, показать, на что вы способны. Да? В каждом из вас есть сила. Покажите эту силу сегодня, и пусть победит сильнейший. Ура! Хороший, дает возможность всем. Я готов показать максимум своих возможностей. Бізге скауттар айтты, Павлодарда екінші шанс болады деп. Біз сол шансты қолданайық деп келдік осында. Интересный случай произошел в Павлодаре. Наша команда встретила ассистента главного тренера футбольного клуба «Аксу» Владимира Аржанова, который играл в одном клубе с одним из победителей аналогичного реалити-шоу, авторами и продюсерами которого также являлись авторы нашего проекта Алан Прудников и Вадим Барламов. Аналог этого шоу на российском ТВ «Кто хочет стать легионером». И один из победителей этого шоу играл с тобой в Украине, правильно я понимаю? Ну да, я как раз хотел рассказать эту историю. Это посыл молодым ребятам, что это все реально, это действительно может какой-то дать им путь в футболе, который у них, может быть, шанс не появился до этого. Я играл в Казахстане, после этого вернулся в Черноморец, в Одессу. Мы были на сборах, и до этого я как раз смотрел серии «Кто хочет стать легионером». И Павлов, нападающий, такой был там, и там тоже он играл. И приехал к нам на сборы, так вначале я так скептически к этому отнесся, как бы мы профессионалы, он был все-таки любитель, но потом со временем он доказал, что он любит футбол, он этого хочет, и он начал забивать в премьер-лиге и помогать команде. И стал любимцем публики. А вот и заключительный этап кастинга. Генеральный менеджер проекта Давид Лория озвучит участникам финалистов, которые получили путевку в Алматы. Первый прошел номер 86, 127, 73, 33, 36, 91, 88, 87, ребят, 39, 64. Насчет финалистов, я думаю, мы достойных сегодня выбрали. Очень порадовал, что ребята, которые в семье не прошли, они приехали сюда, показали характер, что они хотели бы добиться. Не знаю, получилось у них это или нет, но за желание это как бы им большое спасибо. Пришло время познакомиться с автором и основателем уникального проекта «Супербол». Алан Прудников – один из ведущих российских футбольных агентов. Футбольный агент, как я считаю, он должен обращать внимание на детали. Дьявол кроется в деталях, поэтому основная цель – это увидеть то, что не видят остальные. Я все равно считаю, что нужно максимально больше посвятить времени саморазвитию, потому что футболист – это такая уникальная возможность развиваться. Это совершенствуешь свое тело, совершенствуешь скорости, совершенствуешь, если ты вратарь, ловля мяча, игра на выходе, да что угодно. Ты постоянно имеешь право совершенствоваться. И для этого тебе все достается. Тебе есть поля футбольные, все. Тебе все условия для этого. То есть грех этим не пользоваться. Я как человек, который, скажем так, потерял эту возможность очень рано, в 23 года, я понимаю, как можно ценить то время, которое тебе отведено Богом и время, и футболом. Это очень бесценное время.
Третьим городом в нашем кастинге был Актобе. Сейчас этот город принято считать столицей казахстанского футбола, поскольку в Актобе самая мощная армия болельщиков, а местный одноименный клуб всегда играет при полных трибунах и мощной поддержке. Я здесь более 10 лет находился в этом городе, и поэтому кому по 16, по 17 лет все выросли. На моих матчах, когда я играл здесь, они это все прекрасно помнят, потому что когда я здесь играл, у Актобе это, наверное, были самые лучшие золотые годы. Да, то, что с детства смотрим футбол, наблюдали за Смаковым, они становились чемпионами, мне тоже нравилась его игра, делал игру, он создавал момент. В целом, ребята с большим феноменальным желанием. Здесь, в этом городе, было все, наверное. И жара, и солнце, и дождь, и крики, и недовольство, и агрессия, и злоба. Наверное, все было в этом городе. И радость, и смех. Кастинг в Актобе действительно получился самым громким и эмоциональным. Енді бұл балдарымыздың жүрегін жаулап алған футбол. Амал жоқ, балдарымызды қолдаймыз, қолымыздан келгенше. Кастингтен өту мақсатымыз. Бала саны 600 болғандықтан басында қорқа бастадым, но былай ойнай келе жақсы. Бәсекелестікке дайынмын всегда. Как говорил Давид Лория, мы все победители, значит, настроены на победу, на прорыв дальше. Участники ни в коем случае не хотели упустить свой шанс в мир профессионального футбола. Именно поэтому на футбольном поле были и стыки, и недовольство, и повышенный градус. Один Бог увидит. Буду верить в себя, дай Бог. Вот так. Но участники сумели создать на трибунах очень доброжелательную и по-настоящему футбольную атмосферу. «137, 137, 224, 224. «139, 109. «258, 258. С Павлодара приехал, да? Вот видишь, упорство и труд все перетрут. Ну и последний участник, который отобрался у нас на финальный кастинг, который пройдет 28 июня в Алматы. Это номер 56, Елюалты. Ребята, была борьба среди вратарей у нас. Один вратарь вырвал свою путевку путем челленджа. Мы тебя уже объявляли победителем, ты у нас знаешь. Проходи. И еще один вратарь, это номер 194, да, у тебя, по-моему? Ребята, всех поздравляем. Все, кто не прошел, не расстраивайтесь. Мы еще раз всех благодарим за участие, за этот длинный день, за ваше упорство. Интересные ребята. Я скажу так, очень интересные ребята. Я честно скажу, что думал, что в Актобе финалистов будет больше, но в то же время в Алматы в финал вот эти ребята, ну, несколько из них уже готовые футболисты, которые могут играть на профессиональном уровне. И я думаю, что я не ошибаюсь. В футбольном клубе «Актобе» завершал свою карьеру игрока тренер и футбольный селекционер нашей команды Виталий Волков. Воспитанник московского «Торпедо» сделал себе имя, выступая за родной клуб и казанский «Рубин», а в Казахстане провел 10 лет, защищая цвета Тобола, Окжетпеса и «Актобе», и был востребован даже в 40-летнем возрасте. Футбол занял, считай, практически полную часть моей жизни. Это нелегкий труд. Приходилось в детстве от многого отказываться. Тренировки, сборы. Как говорил мне тренер в детстве,
все идут на праздники, на день рождения, а ты собираешь сумку и идешь на тренировку. Поэтому футбол, все, что даже сейчас есть у меня, мои друзья, жена, ребенок, это все только благодаря футболу. Следующий на очереди – Актау. Морской город в наш список попал не случайно. В последние 2-3 года в Актау вернулся большой футбол. Этот город буквально живет игрой миллионов. Ну а местный воспитанник Нуралы Алип ныне защищает цвета питерского «Зенита», что свидетельствует о большом потенциале актауских футболистов. Большого футбола в городе Актау не было на протяжении 20 лет. Вернее, он был, но команда не представляла город премьер-лиги. Каспийская земля богата на таланты. Мы со своим тренерским штабом это оценим, как говорится, вынесем свой вердикт. Рахмет, сатылык. Отворот начинаем здесь же. Поехали. Здорово. Начинаем. Сразу 5 девочек пришли испытать себя и составить конкуренцию местным парням. А девушка, кстати, неплохо. Мне понравился номер 200, молодец. 200-я, вот девочка, она сейчас пройдет на большое поле. Сейчас вот размышляем вот над этой девушкой с этого поля. Кстати, знаете, вот они оставляют хорошее впечатление, нежели, скажем, о качестве мальчишек, которые мы ожидали. Қазіргі қыздар сене 15-16, 17-да қазіргі қыздар ана боянып, каблук киіп, клубқа барып, сіздер сразу кроссовки киіп алып, бутсы киіп алып футбол ойнайсыздар. Иә. И то, и другое есть. Үйдің алаңында еще, да? Иә. Далада футбол ойнайсыңдар. Травма болды ма, серьезный травма? Жоқ, қолдан босты болған. 4-ем ғана ойнайсыңдар, қалған қыздар ойнамайды Ақтауда. Әлде бар ма? Бар. Қанша қыздар, көп па? Бізде 3-4 команда бар қыздардың. Бірақ олардың Каспий бар, Зишор бар, Ротель и Мұнайшы деген командалар бар. Қай деңгейде деп ойлайсыздар? Қазіргі деңгейде Мұнайшы мен Каспийға көп алып тұрған, көп танитындардың арасындағы. Зишор ғой. Зишор. Иә, Зишор. Как я спросил у вас, сколько было градусов, вы говорите 32. От вашего перформанса было 100 градусов на улице. Ребят, ну еще раз всем спасибо большое за день. Начинаем. Номер 71, номер 114. 114, номер 87. Номер 56. 56. 111. 111. 165. 165. И номер 200. 200. Жеңімпаздарды құттықтаймыз. Қалғандарыңызға көп рахмет келгендеріңізге. Спасибо. Спасибо, ребят. Не знаю, мне кажется, мы в этом городе испытали новые эмоции, что очень круто. Команда – это не просто набор футболистов, которые выходят на поле и показывают что-то как футбольная команда. Это прежде всего коллектив. Вадим Барламов, автор и спортивный продюсер проекта, официально представлял интересы таких клубов, как Манчестер Сити, ПСВ Эйндховен, Спартак Москва, Торпедо Москва, Тобол и других профессиональных команд. Про себя могу сказать, моя агентская деятельность началась с одного фильма. Я вышел на работу в агентство США. Первые 2 минуты, которые я провел в офисе, меня шеф спросил, смотрел ли я фильм «Джерри Магуайр». Я сказал нет. Он сказал: иди домой,
посмотри этот фильм, завтра возвращайся. С тех пор это для нас стало как агентская Библия. Я не знаю, сколько раз его пересмотрел, и для ребят, которые новые в профессии, я задаю тот же самый вопрос. Смотрел ли ты Джерри Магуайр? Если говорил нет, пожалуйста, посмотри, и потом мы начинаем уже разговаривать по профессии. На юге Казахстана всегда находились большие таланты, которые становились звездами отечественного футбола. Эту базу я знаю давно, будучи еще игроком национальной сборной. Мы здесь всегда проводили сборы, поэтому она для меня как родная. Шымкент оказался самым сложным городом с точки зрения организации. На кастинг прибыло более 1000 человек, которые хотели поскорее попасть на поле и показать, на что они способны. Нереальное желание играть в футбол в городе Шымкент. Вот нереальное просто. И страсть, и накал страстей. Это так напряженно, я не знаю, я думал, сейчас меня народ съест, который там находился сейчас. Такие вот форс-мажорные обстоятельства, они возможны, мы это понимали. Будем больше уделять внимание организации, потому что нам нужно больше порядка. И если у нас будет больше порядка, мы быстрее сможем и еще качественнее просмотреть всех ребят. Количество, я не знаю, 450 или 500 или 1000, это не важно. Вот они. Казахтың батырлары, футболшылары. Нас очень много. Это город Шымкент. И это проект Супер! По своему масштабу, качеству и накалу это был один из самых сильных кастингов. Нашим скаутам было из кого выбирать. И выбор этот был непрост. Участники не жалели ни себя, ни оппонентов, отдавали все силы, несмотря на палящее солнце, изматывающую жару. Медикам не единожды приходилось выбегать на поле и оказывать помощь футболистам. Были даже тяжелые травмы. Я переживал за то, что жара будет за гранью, и вот это количество ребят, их ожидания будет, к сожалению, чревато какими-то страшными травмами. Но вот сегодня это, к сожалению, мои опасения подтвердились. Енді барлығына маңызды деп ойлаймын. Мен Самат ағамыз, Лори ағамыз айтты ғой, Айдын ағамыз айтты, то что бұл жақта адам өте көп келді деп. Енді барлығы шанс үшін келіп тұр ғой бұл жаққа көріп. Ертең 2 ай базада тұрады, кейін нелер келеді, скауттар келеді шетелден дейді. Енді маған өзім ұнап отыр. Енді мен Ақтауға бара алмай қалдым, мен билет таба алмай қалдым. Бірақ мына жақтағы ұнап отыр. Бірақ 1400 адамнан таңдау, 1500 адам таңдау өте қиын болады. Я показал себя на максимум. Некоторых моментов не получалось, некоторое недопонимание с партнерами было. Но я считаю, я думаю, я прошел. Молодец и красавчик под номером 4-0. Молодец, 2. 4-0-2. Один бицель есть у нас уже. Так, следующий игрок. 5, 3, 1! Следующий игрок, который проходит финал Алматы. Номер 159! Vamos, vamos, vamos! 161! Да. Я очень сильно переживал за тебя. Ты похож на Ривалдо, но это не важно. Так, следующий участник, который проходит финалиссимо. Участник под номером 564! Полный жут! Красавчик!
Финал дня сегодня прошло 4 команды, то есть у нас было много очень участников. Сегодня самый большой кастинг был из всех предыдущих. Народу много, но было из чего посмотреть. Южный менталитет такой вот. Ребята жгучие, горячие, там пытаются доказывать. Если им есть что доказывать, то, я считаю, к своей цели надо идти и добиваться ее. Этот город называют настоящей кузницей талантов. Многие звезды казахстанского футбола являются воспитанниками Жамбыльской школы футбола. Достаточно вспомнить Бауыржана Исламхана, Бахтиера Зайнуддинова и Еркебулана Сейдахмета. Поэтому наши скауты ждали кастинга в Таразе с особым трепетом. Мақсатым футболист болу болған ғой бұрын. Соны барып тексеріп көріп, сынап көрейіндердің өзім Таразға келдім сол. Жобадан ата-анамның үмітін ақтау, көптеген жарыстарға барып, өте алмаған кездерім болды. Сол орқылықтың толтыруға келдім. Мы сюда приехали найти новых: Мазбаева, Ниязымбетова, Зайнуддинова, Байтану, Исламхана. И здесь они стоят. Много вас здесь. У каждого есть сегодня шанс доказать, что вы должны играть не только в клубе, вы должны играть в национальной сборной. Посмотрите, что сегодня творят наши пацаны. И вы это тоже можете это сделать. Это зависит только от вас. Сегодня покажите, на что вы сегодня способны. Покажите, что вы достойны быть в финале, что вы должны представлять Тараз в финале в Алматы, и что вы должны подписать профессиональный контракт. Докажите это сегодня нам всем. Удачи, ребят! Участников по сравнению с Шымкентом было меньше, но вот погода не уступала соседнему региону. Было очень жарко. Тем не менее, это не повлияло на настрой парней. Они словно не замечали палящего солнца. Хорошо, что вот именно ребята в этих условиях, если они что-то показывают, если они приедут на север, им будет вообще легко. Грубо говоря, свой характер здесь тренируют. Вот. А на севере там, допустим, они будут физически вообще в полном порядке. Кастинг в Таразе запомнился тем, что очень много участников приехало из соседнего Шымкента. Ребята не хотели терять свой шанс, и поэтому решили попробовать себя во второй раз. 87. Номер 4. Номер 150. Соңғы 3 номер қалды. Номер 200. Номер 235. Послушайте, вот здесь есть ребята, которые на предыдущих кастингах не попали. Но за их трудолюбие, за их желание проявить себя и за их желанием воплотить свою мечту в жизнь, они сегодня прошли в финал и еще раз доказали, что они способны. И вот так они радуются. У вас у всех есть такой шанс. Вот такими получились кастинги на юге нашей страны. Впереди крупнейшие города страны – Нур-Султан и Алматы. Туда съедутся все, кто правда мечтают. Те, кто действительно хотят стать футболистами, получить первый в своей жизни профессиональный контракт и попытать свою возможность уехать в зарубежный клуб, может быть и топ-клуб. Но вот это волшебство я хотел бы увидеть и в Нур-Султане, и в Алматы. Федор Семениди, спортивный директор проекта, является президентом профсоюза профессиональных футболистов Казахстана. В разное время работал на должности спортивного директора в 4 казахстанских футбольных клубах – Кызылжар, Алтай, Окжетпес, Кайсар. Футбол это жизнь, это с которой ты живешь, с которой, наверное, ты рождаешься. Без вариантов. Это любовь. Любовь та, которая остается на всю жизнь, и она единственная.
Рустам Раджабов, селекционер проекта, представляет интересы игроков на восточноевропейском рынке. С 2015 года по май 2017 занимался комплектованием футбольного клуба «Окжетпес», который в 2016 показал лучший результат в истории клуба. Ни для кого не секрет, что основной смысл Супербола – это найти ребят, которым по каким-то причинам не дали шанса раньше. Кто-то, может быть, получил шанс, но не воспользовался. Найти ребят и помочь им прогрессировать или устроиться в профессиональный клуб. В столице мы выбрали самое идеальное место для проведения кастинга – стадион Астана-Арена. Для многих участников выход на поле этого стадиона уже большое событие. А тут еще за твоей игрой наблюдает самый известный воспитанник местного футбола Давид Лория. Это мой родной город. Это, наверное, это самое главное, что можно сказать об этом. И я рад, что очень много ребят сегодня собралось. Очень много вратарей. Наверное, самое большое количество вратарей показывают все кастинги, где мы были. Хорошее качество футболистов достаточно. Как по мне, опять же, я думаю, что это все субъективно. Я надеюсь, что мы выберем самых достойных. Видишь? Просто концентрируй внимание на мяче. Молодец. Мен өзім Окжетпес футбол клубында ойнағам. Осыдан бір жыл бұрын бірінші лигада. Сосын өзім карьерамды тоқтаттым, пока енді қайттан сол карьерамды жалғастырғым келеді. Не мечта, а цель стать футболистом великим. Наш день в столице запомнился приездом на стадион министра информации и общественного развития Аскара Умарова. Он не только выступил перед участниками с речью и хорошими пожеланиями, но и поддержал проект «Супербол», признавшись, что сам с нетерпением ждет выхода проекта на телеканале «Казспорт». Вы знаете все про проект «Супербол», каким образом будет построена его дальнейшая работа. У многих у вас будет шанс стать участником одного из клубов, как казахстанских, так и зарубежных. Удачи вам всем! Покажите все свои силы, приложите, помогайте друг другу. После первого этапа скауты заметили одну особенность столичных ребят. Алан и компания охарактеризовали игроков как вальяжных и по-своему ленивых. Ожидания пока не оправдываются, но я надеюсь, что большая часть ребят здесь закроют какие-то определенные позиции, и нам в Алматы уже будет чуть полегче в следующем городе. Как любой столичный город, ребята немножко подошли, я сказал, вальяжно к этому кастингу. Хорошая новость, то, что пришли несколько конкурентоспособных вратарей. То есть мы волновались за вратарскую линию, но сейчас я понимаю, что это еще даже без алматинского кастинга у нас сейчас наконец-то появилась конкуренция во вратарской линии. Размеренная жизнь, наверное, столицы все-таки немножко балует футболистов. Поэтому, наверное, лучшие, которые прошли в этом проекте, были в первых сотнях. 341. 90. 49. 129. 19. 4. Ребята, и последний участник на сегодняшний день, тот, кто проходит финальный кастинг, номер 339.
Есть, которые ребята показали себя качественно, есть, которые приехали, опять-таки же мы не знаем, откуда они, да. Вот я сейчас только узнал, что мальчишка вообще с Аркалыка приехал, да. Это далеко и добрался, и мы его взяли не потому, что он приехал с Аркалыка, а потому, что он реально заслужил это место. Нур-Султан – столица нашей необъятной республики. Именно здесь, в 1981 году, в городе под названием Целиноград, родился главный менеджер нашего проекта – Давид Лория, трехкратный чемпион Казахстана в составе «Жениса», лучший футболист Казахстана 2006 года, является действующим рекордсменом сборной Казахстана по сыгранным матчам среди вратарей. Молодые ребята, они очень часто, когда добиваются маленького успеха, считают, что на этом мир останавливается и ставят перед собой стеклянные потолки. Их быть не должно, потому что нет предела совершенству. Только зависит от человека, чего он хочет добиться и куда в итоге доберется, до какой высоты. Итак, на очереди финальный кастинговый город Алматы. Наша команда ожидала большое количество качественных участников, ведь именно в этом городе соберутся не только местные таланты, но и все те, кто не получил заветную путевку в финал в других городах. После того, как мы сыграем на этом квадрате, вы будете переходить по очереди, вас посмотрят все скауты. Мы ставим оценки независимо друг от друга, потом подсчитываем. Да, дальше. Организация сегодня, особенно часть волонтеров, была блестящей. Они сработали просто здорово. И девочки, и мальчики все прям молодцы, большие. И с утра до вечера с нами были прям и под дождем, и в солнце, и в жару. Молодцы, ребята молодцы. Кастинг в Алма-Аты отличался от всех остальных по многим параметрам. Количество заявок, уровень участников, обширная география. Но запомнился всем мощным ливнем в самый разгар событий. Погода сегодня была абсолютно футбольная. Футбол играется в любую погоду. Поэтому, не знаю, мне кажется, погода сегодня помогла многим участникам, потому что было слишком жарко, и поэтому погода помогла многим участникам показать свои лучшие качества в тяжелых условиях. Для нас это очень важно, и нам легче видеть футболиста, когда он проходит вот эти этапы сложности. Но как бы дождь не заливал поле, как бы гром и молнии не пытались отпугнуть любителей футбола, ни один участник не пожелал покидать стадион. В итоге мы не позволили погоде испортить наши планы. И в этот день мы отобрали самое большое количество участников. Каждый, кто выходит, что-то делать обязательно, а то не берем. 301! 301, где? Вон, повернулся. Номер 240! Номер 376! Ой, хорош! Номер 311! Во время оглашения финальных результатов некоторые игроки были по-особенному рады. Оно и понятно, ведь многие из них не первый раз проходят кастинг в финальный этап проекта. Какие мысли, как можно, даже словами не передать, если честно. И как сказать, третий город. Спасибо моим родителям, что они мне помогли, особенно маме, потому что она меня поддерживает очень сильно. Если бы не она, я бы здесь не был. Однозначно это было интересно, был так называемый челлендж для всех нас, потому что практически каждый день мы меняли города, меняли регионы, области и целый день проводили на футбольных аренах. Честно, нас ждет очень тяжелая работа, потому что приедут порядка больше 100 человек и приедут практически все одного уровня. Я с удовольствием познакомился с Казахстаном и лишний раз убедился, что стереотипы о нефутбольных странах – это полная ерунда. То есть нефутбольных стран не бывает. Первый шаг к своей мечте 132 участника уже сделали, но это лишь начало. Впереди их ждет жесткая конкуренция и настоящее сражение за право попасть в 25 избранных. Далеко не каждый дойдет до конца, но те, кто выдержит, получат свой шанс на большое будущее. Это Супербол. Мы начинаем.
Кастинги в 8 городах Казахстана можно сравнить с приключением. Нашей доблестной команде удалось отобрать лучших игроков из каждого региона. И теперь им предстоит показать себя еще раз в финальном кастинге в Алматы. Их ждет последнее и главное испытание перед попаданием в число лучших. Последний шаг самый трудный, но в проект «Супербол» идут лишь те, кто не боится его сделать. А мы с удовольствием будем за этим следить.